Его надо заполнить. Литва, Латвия и Эстония. Эти три страны запретили въезд россиянам по шенгенской визе. Более того, Литва предлагала распространить такой запрет вообще на весь Евросоюз. Слава богу, не приняли. Латвия прекратила выдачу новых видов на жительство, а для получения постоянного вида на жительство требуется доказать знание латышского языка, иначе аннулирование. Все эти ограничения распространяются исключительно на граждан Беларуси и России. Имеешь паспорт этих стран – получай ограничения, а то и аннулирование документа, если не готов учить язык на нужном уровне. Это самое что ни на есть дискриминация по паспорту. Так ненароком можно уверовать в слова бывшего преподавателя СПбГУ Дмитрия Медведева про безумных прибалтов и хроническую русофобскую диарею. В этом видео мы попытаемся понять мотивы стран Балтии, попытаемся ответить на вопрос, почему их речи в нашу сторону звучат сильно радикально, даже по меркам большой стаи лающих собак из западной псарни. Мне без разницы, сколько вам лет, какой вы национальности, цвета кожи и взглядов. У вас у всех есть возможность вкатиться в большие данные с помощью курса Data Scientist от Skillbox. Притом, внутри курса вы выберете одно из трех направлений, от которого будет зависеть ваша итоговая работа. Взять, например, предсказать отток пользователей из соцсети, а ведь удержание зрителя — это сейчас самое важное в бизнесе. Так вот, дата-аналитики построят дашборды об аудитории и сформулируют выводы. Специалисты по машинному обучению создадут модель прогнозирования, обучат нейросети. А дата-инженеры придумают, как организовать сбор, обработку и хранение данных. Подробнее можете изучить схему на сайте в блоке «Уровни курса». Как вы видите, на ней обозначено возможное трудоустройство в середине обучения, а по окончании курса платформа гарантирует вам помощь в трудоустройстве. Если вы не получите предложение о работе, Skillbox вернет вам деньги за обучение. На всем пути вас будет поддерживать личный наставник, а первый платеж можно сделать через целых 6 месяцев после обучения. Помимо этого, вас ждет год английского языка и другие новогодние подарки в виде скидок на курсы до 60%. Переходите по ссылке в описании или воспользуйтесь QR-кодом, который вы видите на экране. Записывайтесь на курс Data Scientist и готовьте себя к IT-индустрии. Еще при царе Горохе Прибалтика постоянно захватывалась колонизаторами мира сего. Но мы начнем наше изыскание с времен поближе, которые ошеломительным эхом доносятся до сегодняшних дней и являются причиной недружелюбного отношения прибалтов к россиянам. Мы начнем изучение с 1918 года, когда образовались независимые республики Литовская, Латвийская и Эстонская. Это время называют межвоенным 20-летием. Как вы помните, скоро нацисты установят тоталитарную диктатуру в Германии и развяжется Вторая мировая война. Прибалтику это, конечно же, коснется как минимум по географическим причинам. Если у вас так же, как у меня, хреново с географией, то вот как все выглядит на карте. Литва, Латвия, Эстония и, как собственно, Польша, находясь в окружении нацистов с одной стороны и коммунистов с другой, чисто географией обречены быть втянутыми в разборки кого-то из соседей, либо к красным, либо к черным. Нет, конечно, они могли сказать и говорили, мол, мы хотим быть суверенными и нейтральными, но что они могут противопоставить грубой физической силе красных или черных? Правильно, блядь. Таким образом, в 1939 году Советский Союз получил право ввести войска в эти страны, а в 1940-м Прибалтика вошла в состав СССР. И вот тут-то начинается разница в восприятии и толковании. Но вот в чем проблема. Если усвоить только советско-российскую версию тех событий, то эта версия не дает причину русофобии. Русофобия появилась как бы сама, как бы на уровне генетики или коллективного бессознательного.
Советско-российская версия звучит примерно так. Если посмотреть на карту, то Польша и Прибалтика являются потенциальной базой для нацистской угрозы. И это не какая-то эфемерная угроза, а вполне реальная. Гитлер 1 сентября 1939 уже развязал войну, и дальше, как все мы знаем, он не остановится. Как только началась война, в Прибалтике обострился классовый конфликт, появились сторонники сотрудничества с Германией. Подписание договоров, ввод советских войск и затем вхождение в состав СССР не было односторонним и произошло по взаимному согласию. Шаг был необходимый, легитимный, мирный, естественный. Обращение в коммунизм требовали местные жители. Прибалтика не теряла своей независимости, а все действия были направлены на защиту от Третьего рейха. Любые другие трактовки воспринимаются как перепись истинной истории. Я думаю, что вы это слышали не один раз самостоятельно. Возможно, даже помните из школьных уроков истории. Но мы, как и в прошлых роликах о байке «Ни дюйма на восток», о первом расширении НАТО, будем поднимать стенограммы разговоров власть имущих. А вы уже скажете, какой точки зрения придерживаетесь сами. Вообще, первое заявление, что Советский Союз не позволит территориям Прибалтики дружить с кем-то еще, можно найти 18 марта 1939 года. Можете нажать на паузу и прочитать этот кусок самостоятельно, но смысл следующий. Мы вообще за вашу независимость. Мы даже больше за вашу независимость, чем вы сами. Поэтому, если вы подпишете какое-нибудь соглашение с другой страной, которое нам не понравится, даже если вы это сделаете добровольно, то ждите последствий. Если надо, мы на деле докажем, что сохраним вашу независимость. Безучастным зрителем мы не останемся. Очень скоро, 1 сентября, Гитлер вторгнется в Польшу и начнется Вторая мировая. Как только начинается весь этот движ, Прибалтика сразу объявляет нейтралитет. Мол, вы там давайте как-нибудь без нас. Нахуй не нужна нам война ваша! Но это их не спасает. 24 сентября, то есть не прошло и месяца от начала войны, МИД Эстонии, мужик с фамилией Сельтер, прибывает в Москву, чтобы, внимание, обсудить экономические вопросы, увеличение товарооборота между государствами. Но у Молотова были другие планы. Он хотел разместить военные базы на территории Эстонии и других республик. Между ними завязывается обсуждение, которое стоит прослушать очень внимательно. Необходимо дать Советскому Союзу действенные гарантии для укрепления его безопасности. Политбюро партии и правительства Советского Союза решили потребовать от правительства Эстонии таких гарантий и для этого предложить заключить военный союз или договор о взаимной помощи, который вместе с тем обеспечивал бы Советскому Союзу права иметь на территории Эстонии опорные пункты или базы для флота и авиации. Что же касается поднятого с вашей стороны вопроса, пакта о взаимопомощи и базах, то у меня нет полномочий обсуждать его. Могу лишь сказать, что эти предложения идут вразрез с политикой равных отношений, нейтралитета со всеми государствами, которую Эстония, особенно в последние годы, так безупречно проводила. Эта политика настолько укоренилась в нашей стране, что Эстония не хочет, я в этом уверен, отказаться от этой политики и не хочет заключения военного союза, хотя бы и под названием «Пакта помощи с великой державой», в данном случае Советским Союзом. Кто не хочет? Вы не хотите, правящая группа не хочет, но широкие круги в Эстонии и народ хочет. Это нам известно. Не бойтесь, договор о помощи с Советским Союзом не представляет никакой угрозы. Мы не намереваемся затрагивать ни ваш суверенитет, ни государственное устройство. Мы не собираемся навязывать Эстонии коммунизм. Мы не хотим затрагивать экономическую систему Эстонии. Эстония сохранит свою независимость, свое правительство, парламент, внешнюю и внутреннюю политику, армию и экономический строй. Мы не затронем всего этого. Если вы не пожелаете заключить с нами пакт о взаимопомощи, то нам придется использовать для гарантирования своей безопасности другие пути, может быть, более крутые, может быть, более сложные. Прошу вас, не принуждайте нас применять силу в отношении Эстонии.
То есть Сельтер приехал в Москву, чтобы обсуждать товарооборот. А тут ему предлагают вести войска в его страну под эгидой Пакта о взаимопомощи. Притом представитель Эстонии пытался запросить время на обсуждение со своей командой, но Молотов дал понять, что промедление невозможно. Подчеркиваю еще раз, это дело срочное. Обстановка требует безотлагательного решения. Мы не можем ждать долго. Советую вам пойти навстречу пожеланиям Советского Союза, чтобы избежать худшего. Не принуждайте Советский Союз применять силу для того, чтобы достичь своих целей. Не возлагайте надежд на Англию и Германию. Англия не в состоянии что-либо предпринять на Балтийском море, а Германия связана войной на Западе. Сейчас все надежды на внешнюю помощь были бы иллюзиями, так что вы можете быть уверены, что Советский Союз так или иначе обеспечит свою безопасность. Если бы вы не согласились с нашим предложением, то Советский Союз осуществил бы меры по своей безопасности другим способом, по своему желанию и без согласия Эстонии. Вот на такой дружественной ноте закончился равноправный разговор двух партнеров. К слову, торговое соглашение так и не подписали. Его решили отложить до подписания пакта взаимопомощи. То есть либо все, либо ничего. Как сказал Молотов, вопрос довольно срочный, поэтому подписали пакт очень быстро. 24 сентября Эстония приехала в Москву обсуждать торговлю, а 28 сентября, то есть всего через 4 дня, подписала пакт, который позволял советским войскам разместить в Эстонии военных. После подписания пакта Сталин дружелюбно поздравил Сельтера. Соглашение достигнуто. Могу вам сказать, что правительство Эстонии действовало мудро и на пользу эстонскому народу, заключив соглашение с Советским Союзом. С вами могло бы получиться как с Польшей. Польша была великой державой. Где теперь Польша? Потом подобные соглашения подписала и остальная Прибалтика. По поводу оправданного введения войск в Прибалтику ведутся дискуссии. Одни говорят, что это было необходимо для защиты от Гитлера, вторые, что защита не сработала. Но мы все-таки обсуждаем вопрос именно добровольности размещения советских баз на чужой территории. По аналогии с предыдущим видео, где президенты Польши, Чехии и Венгрии несколько лет обрабатывали Клинтона, чтобы взяли в НАТО. Здесь же разговоры имеют совершенно другую атмосферу. Более того, в книге Мельтюхова описывается случай, как в 1940 году преподаватель, читая лекцию студентам 5-го курса, рассказал, что на Эстонию оказали военный нажим, был ультиматум, и если бы Эстония не согласилась, то ее ждала оккупация. Затем сравнивается введение советских войск. Как если пустить в свою квартиру приятеля, который сначала занимает одну комнату, затем захватывает всю квартиру и выживет из нее самого хозяина. После такого святотатства преподавателя исключили из Компартии, делом занялось НКВД, а его объявили иностранным... Ой, извините, что-то я времена попутал. А ведь лектор оказался прав. Ведь через несколько месяцев после ввода войск Прибалтика вступит в состав СССР. Несмотря на заявление Молотова... Не бойтесь, договор о помощи с Советским Союзом не представляет никакой угрозы. Мы не намереваемся затрагивать ни ваш суверенитет, ни государственное устройство. Мы не собираемся навязывать Эстонии коммунизм. Очень лаконично суммирует события тех времен доктор исторических наук Мельтюхов Михаил Иванович. Действия СССР в отношении Прибалтики, в отличие от мер по присоединению других территорий Восточной Европы, считавшихся советской сферой интересов, дают пример сложной, многоходовой комбинации. Признание Германии, Эстонии, Латвии и Литвы зоной советских интересов и война в Европе позволили СССР навязать этим странам договоры о взаимопомощи, что дало Москве легальный рычаг влияния в регионе, признанный Англией и Францией как меньшее зло по сравнению с германской оккупацией. Сделав первый шаг по пути проникновения в Прибалтику, советское руководство демонстративно не вмешивалось во внутренние дела этих стран, терпеливо ожидая своего часа. Разгром Франции и изгнание английской армии с континента открыли дорогу к присоединению Прибалтики. Дипломатический конфликт, созданный СССР, и угроза военного вторжения поставили прибалтийские правительства перед выбором – борьба или капитуляция.
Учитывая бесперспективность военного сопротивления и незаинтересованность великих держав Европы в делах Прибалтики, было решено капитулировать. И советское руководство, нарушив тем самым все свои договоры с Эстонией, Латвией и Литвой, ввело войска и начало целенаправленную советизацию региона. Таким образом, использовав англо-франко-германские противоречия, СССР удалось вернуть контроль над стратегически важным регионом, усилить свои позиции на Балтийском море и создать плацдарм против Восточной Пруссии. Кто-то, возможно, скажет: да Союз вообще никому ничего не навязывал. Там просто сменилось правительство, просто прошли выборы, просто на территории страны располагались вежливые люди, просто победили коммунистические партии и просто они решили войти в Союз. Мне, честно говоря, очень сложно в это поверить, что всего через 1 год после введения войск просто так меняется правительство, которое на 180 градусов меняет идеологию, да еще вступает в состав другой страны. Вот даже если не знать ничего остального, добровольность выглядит крайне неправдоподобно. Вишенка на торте в том, что в Эстонии до 1940 года коммунизм был запрещен на законодательном уровне. А тут мало того, что такой запрет отменили, так еще и сами в коммунистов превратились. Такие смены, конечно же, возможны, но не так же резко. Это все происходит постепенно, годами, если не десятилетиями. В целом, после введения Красной Армии в Прибалтике ситуация начала нагнетаться. Советские власти обвинили, что литовское правительство замешано в похищении красноармейцев. Притом, когда Литва хотела расследовать дело и допросить так называемых жертв, которые, кстати, вернулись живыми, Москва что-то вот отказалась от детального совместного расследования. Затем Советы обвиняли Литву, что страна стремится предаться в руки Германии, и активизировалась пятая колонна. Знакомая риторика, не правда ли? После этого проходят выборы, на которых во всех 3 странах побеждают коммунисты, которые решают войти в состав Советского Союза. А через год, прямо перед началом Великой Отечественной, советская власть начинает спецоперацию по очистке населения от антисоветского, уголовного и социально опасного элемента. Проще говоря, людей депортировали, отправляли в поселения и трудовые лагеря в Кировскую, Новосибирскую область, Алтайский край и другие места. К людям приходили домой, зачитывали обвинения и забирали. За 1 месяц отправили в ссылку больше 40 тысяч местного населения. Притом есть мнение, мол, большинство из них были уголовниками. Да вот не были. Даже по оценкам отправленных в исправительно-трудовые лагеря, было их там чуть больше 10%. Но я пользуюсь оценкой правозащитного центра «Мемориала», которого там признали инагентом, и, экстремизмом, уже ликвидировали. Но если послушать российскую сторону, то и количество депортируемых будет в 4 раза ниже, а уголовников под 90%. Статистика перевернется. Закончить эту часть про добровольное вступление в Советы мне хотелось бы моим самым любимым способом. Цитатой господина Молотова, по которой ясно, что приобретение Прибалтики было обсуждено и договорено заранее с Гитлером. Вопрос о Прибалтике, Западной Украине, Западной Белоруссии и Бессарабии мы решили с Риббентропом в 1939 году. Немцы неохотно шли на то, что мы присоединим к себе Латвию, Литву, Эстонию и Бессарабию. Когда через год, в ноябре 1940 года я был в Берлине, Гитлер спросил меня: «Ну хорошо, украинцев, белорусов вы объединяете вместе, ну ладно, молдаван, это еще можно объяснить. Но как вы объясните всему миру Прибалтику?» Я ему сказал: «Объясним». Как я и говорил, я осуждаю любые дискриминационные акты по паспорту, но на них нельзя реагировать без контекста. Условно, Испания вот почему-то не отмечалась в жестких заявлениях и инициативах разорвать отношения с Россией, потому что она банально не проходила то, что прошла Прибалтика.
После того, как странам Балтии навязали пакт о взаимопомощи, ввели войска, сменили правительство и присоединили к Союзу, у нее все это время оставалась интенция вырваться не просто из состава СССР, а даже из орбиты влияния. Откуда мы это знаем? Просто эти три страны были первыми, которые в 1988-м подняли обсуждение о своем суверенитете. Более того, членство в Союзе они считают оккупацией. Они это закрепили прямо в 3 декларациях. Эстония. Политика сталинизма и период застоя игнорировал принципы суверенитета и расцвета эстонской нации, в результате чего сложилась неблагоприятная обстановка. Дальнейшее развитие видится только в условиях суверенитета. Литва. Суверенное литовское государство было насильственно и незаконно присоединено к Советскому Союзу. Правительство СССР и сегодня игнорирует стремление республики даже к экономической самостоятельности. Дальнейшее развитие видится только в условиях суверенитета. Латвия. Ультимативная нота сталинского правительства СССР того времени, врученная 16 июня 1940 года правительству Латвийской Республики с требованием смены правительства и вооруженная агрессия СССР 17 июня 1940 года должны быть квалифицированы как международное преступление, результатом которого явилась оккупация Латвии. Признаем возвращение официального названия латвийского государства Латвийская Республика, сокращенно Латвия, утерянная в 1940 году. Притом все декларации начинают с воспоминаний, что вообще-то 20 лет мы были независимы до вступления в СССР, а сейчас что-то не очень. Можно допустить, что на самом деле все эти три страны всю жизнь мечтали и мечтают до сих пор быть в составе СССР, а с конца 80-х по сей день они заколдованы европейскими чародеями, которые плетут козни против священной России. Давайте представим, пусть так. Но так как мирно расколдовать мы их не можем, то мы же можем представить, как они относятся к российскому акту спецоперации 24 февраля. И учитывая это, я хоть и не одобряю их дискриминационное поведение в отношении россиян и белорусов, но отношусь с пониманием из-за исторического контекста. У них есть причины так действовать. И подумайте вот о чем. Если мы считаем, что на Западе одни враги, то надо учиться слушать врага. В чем его мотив? Вы знаете, кому отправить это видео и как создать активность в комментариях. Увидимся на следующей встрече. Damn.